Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Как всегда, приветствую вас из культурной столицы. И сегодня мы с вами идем окультуриваться в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича. Мы вышли с вами на Невском проспекте, ведь именно здесь, буквально в 2 шагах, находится большой академический зал филармонии, куда мы с вами пойдем. Я вам расскажу об его истории, а также мы побываем на концерте одного из самых гениальных дирижеров современности Теодора Курензиса, и я вам расскажу, почему 6000 рублей за стоячий билет с ограниченной видимостью это все равно очень круто и все равно стоит посетить, поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Здание Большого зала Санкт-Петербургской государственной филармонии соединяет истории 2 городских общественных организаций – Дворянского собрания и Филармонического общества. Филармоническое общество в Санкт-Петербурге возникает в 1803 году и основными своими задачами считает популяризацию музыки и знакомство слушателей с мировым исполнительским искусством. Первым домом филармонического общества стал зал на Невском проспекте, дом 30. Именно там проходили первые концерты филармонического общества, и по сей день в этом здании находится малый зал филармонии, а также самая популярная станция метро Невский проспект, выход на канал Грибоедова. Свой большой зал филармония обретает значительно позже. Изначально здание по Итальянской улице или Михайловской улице, дом 2, предназначалось для дворянского собрания. Дворянское собрание было создано Екатериной Великой как сословное объединение дворян, и кроме ведения сословных книг, составления ходатайств, разрешения споров и прочей подобной деятельности, дворянство большое внимание уделяет благотворительности и организации балов и музыкальных концертов. В первой трети XIX века Петербург стремительно преображался. Сегодняшний исторический центр города во многом наследие того времени. Одним из главных архитекторов тех преобразований стал Карл Росси. Именно он одел Санкт-Петербург в такой парадно-белый желтый мундир, который является символом ампира. В 1819 году Карл Росси получает заказ на строительство дворца для великого князя Михаила, будущего русского музея, а заодно на проект прилегающей площади. Дело в том, что Росси и его августейшие заказчики мыслили не отдельными домами, фасадами, анфиладами, а целыми пространствами, ансамблями и площадями. Ранее территория у Михайловского дворца, где мы сейчас находимся, была больше похожа на задворки с деревянными сараями. Архитектор задумал просторную улицу, соединяющую Невский проспект с 8-колонным портиком новой резиденции князя Михаила Павловича. Главный дворец стал доминантой ансамбля, а окружающие дома подчинились его стилю. Но Росси покинул должность в 1830-х годах из-за придворных интриг, завершив жизнь в бедности. Тем не менее, его планы продолжали воплощать его ученики, например, Александр Брюлов и Поль Жако. Именно Жако и достраивал это здание. Зал дворянского собрания впервые открылся для публики в 1841 году. Его роскошный интерьер производил сильнейшее впечатление. 24 колонны искусственного мрамора, воздушные люстры, переливающиеся миллионами хрусталиков. Конечно, акустикой с тех пор не раз занимались, она вызывает вопросы до сих пор, и если вы решите пойти в этот зал, я вам позже чуть расскажу обязательно, какие места лучше брать, какие ни в коем случае не брать, потому что хорошо слышно не везде. Тем не менее, зал дворянского собрания с первых дней стал не только местом проведения заседаний и светских увеселений, но и сердцем музыкальной жизни Петербурга. И филармоническое общество начинает проводить в новом здании регулярные музыкальные концерты. Отдельно стоит рассказать о великолепном органе, украшающем большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Он был создан в 1903 году немецкой фирмой «Валькер». Сначала он находился в клиническом повивальном институте на Васильевском острове. Представляете? Там он использовался для музыкальной терапии по инициативе директора института, лейб-акушера императора Николая II Дмитрия Отто. Сейчас вы видите современные фотографии научно-исследовательского института акушерства и гинекологии и репродуктологии имени Отто. А это старое фото из актового зала с этим органом. Концерты исполнялись в учреждении каждодневно, и роженицы слушали их, не вставая с постели. В палату звук передавался через 33
трубки театрофона. Это такой предшественник прямых трансляций и стримов. После революции в 1931 году инструмент передали филармонии, где он стал важной частью музыкальной жизни. В 2004 году орган был отреставрирован немецкой фирмой Клайс, подарившей инструменту вторую жизнь к 300-летию Петербурга. Сегодня это один из символов большого зала, объединяющий богатую историю и современное звучание. По рисункам и фотографиям белоколонного зала разных лет можно легко проследить, как менялся его интерьер. Никакой сцены поначалу здесь не планировалось. Известно, что посетивший в 1841 году Петербург Ференц Лист распорядился выстроить в зале помост. Собирать и разбирать сцену продолжали довольно долго. Все-таки основным предназначением зала были не выступления музыкантов. На картинах, гравюрах и фотографиях пышные балы, благотворительные лотереи, детские новогодние праздники с елками по периметру зала. Внимание обращает и обилие других растений в гуще зелени. Среди цветов и кадок с пальмами скульптурный памятник Екатерине II. Он располагался в ложе по первой стороне от входа. В руке у императрицы свиток манифеста о вольности дворянства, важнейший документ для российского высшего сословия. Памятник Екатерине исчезнет из зала сразу после революции. В конце 20-х годов на ее месте появится памятник Ленину, но однако простоит он тут недолго. Привычных белых кресел, обитых красным бархатом, в партере не было. При необходимости в зале расставляли жесткие деревянные стулья. Скоро мы продолжим говорить об истории здания дворянского собрания и большого зала филармонии, а сейчас немножечко переключимся на мероприятие, на которое я пришла, на дирижера, с которым я хотела бы вас обязательно познакомить. Мы пришли на концерт Теодора Курензиса. Если для вас классическая музыка — это что-то одно большое и непонятное, запомните это имя. Но если вы любитель классической музыки, тем более запомните это имя. Теодор Курензис – это один из самых ярких и необычных дирижеров современности. Вообще он родом из Греции и получил образование там, а затем и в Санкт-Петербурге, и остался в России, потому что здесь нашел свою музыкальную среду. Возможно, Россия близка Теодору, потому что здесь родились многие российские композиторы и развивали культуру страны. Курензис основал здесь свой оркестр и хор Musica Terna, и какое-то время они базировались в Перми. Вообще он поднимал Пермский оперный театр и сделал очень многое для культуры нашей страны. Вообще он известен своим глубоким инноваторским подходом к интерпретации классической музыки. Он как будто бы не просто дирижирует, а создает атмосферу, погружающую слушателей в эмоциональную глубину произведений. Он не боится экспериментировать с темпами, с динамикой, с подачей. Его исполнение не похоже на исполнение других дирижеров. Он уделяет огромное внимание качеству звучания и деталям. Если вы слушаете какое-то знакомое произведение в его исполнении, скорее всего, вы услышите их по-новому, потому что он привносит в знакомую музыку свежесть и драматизм. Ну а если вы слышите произведение впервые, то, скорее всего, вы также его запомните, захотите переслушивать, потому что он буквально влюбляет в музыку. Ну и смотреть на то, как он работает с залом и со своими музыкантами, это отдельный вид удовольствия. Он работает без дирижерской палочки, и всегда у него такие потрясающие эмоции на лице. Именно поэтому я люблю брать билеты в самые первые ложи или в хоры, где можно смотреть не на спину дирижера, а на его лицо. Мы ходили на концерт в последние числа 2024 года, и пианист в конце первого отделения сделал нам подарок и сыграл фрагмент из «Щелкунчика». И давайте я просто вас оставлю с этим ненадолго. Спуститься из лож в партер сегодня можно лишь через узкие боковые лестницы
В прежние времена небольшие лесенки делили зал в нескольких местах. Ну и вообще из-за того, что здание спроектировано достаточно давно, и здесь очень специфические такие узкие коридоры, и когда большое скопление людей, иногда достаточно сложно развернуться, но если вы не хотите толпиться у центрального входа, рекомендую заходить через 4-й или 5-й подъезд, и там же есть классный буфет. А сейчас мы заходим в фойе, где висят портреты наших знаменитых композиторов, и также есть буфеты, и вот в новогодний период там стоит елка. В начале Первой мировой войны в парадных гостиных и в самом зале разместится временный лазарет для раненых. Царскую ложу затянут белой тканью, стулья с гнутыми спинками уберут, а вместо них поставят больничные койки. Больше дворянских балов в этом зале проводиться не будет. Этой страницей истории в филармонии выделена значительная часть выставочного зала. В 1931 году в зале проводится реконструкция и устанавливают тот самый орган, про который я рассказывала в начале видео. В том же году увеличивают количество мест в зале, но только в 1934 году старые стулья заменят на белые с позолотой кресла с красной обивкой. И говоря об истории разных мест, каждый выпуск я сталкиваюсь с этим периодом, от которого нам никуда не деться. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда. Репетиции в филармонии были свернуты в декабре 41-го, и когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Несмотря на это, концерты начались уже в апреле. А вот так выглядело здание филармонии, где находится малый зал филармонии на Невском, 30. В 1941 году Шостакович написал свою 7-ю симфонию, названную Ленинградской, и 9 августа 1942 года была премьера Ленинградской симфонии в блокадном Ленинграде, и проходила она именно вот в этом большом зале филармонии. Зал филармонии был полон, и этому исполнению придавалось очень большое значение. И, несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры. Люстры вообще один из символов большого зала филармонии, и кажется, что они были неизменны с первого дня, но сначала они работали на свечах. Позже на люстрах наряду с подсвечниками можно было увидеть множество небольших плафонов с газовыми лампами. Тогда подсвечники уже выполняли чисто декоративную функцию, ну а после того, как в зал провели электричество, люстрам вернули исторический вид, сняли плафоны, сняли свечи, и теперь они выглядят вот так. На этом канале я часто рассказываю об истории зданий, различных мест, улиц в Петербурге, но также у меня есть телеграм-канал, где я бываю чаще, где более развлекательный контент, и если вы хотите почаще видеть меня, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. А те, кому меня мало, также подписывайтесь на мою закрытую страничку Boosty, вы меня можете очень этим поддержать. Подписывайтесь, выбирая любой тариф, и все средства, собранные с канала Boosty, я направляю на свое творчество, в том числе музыкальное. Так что я буду вам очень рада. Добавляйтесь. Еще интересный факт об этом здании. На верхних этажах большого зала с дореволюционных времен находились жилые квартиры.
В советское время в них селили музыкантов. Прямо из своей квартиры можно было попасть в хоры зала, где репетировал филармонический оркестр. Как вы могли заметить, я переместилась в другую часть зала. Дело в том, что у меня был куплен входной билет без места. Он стоил 6000 рублей. Это была самая минимальная стоимость билета на концерт. Но я с удовольствием его взяла, потому что даже такие билеты расходятся самыми первыми и всего лишь за несколько минут. И удобство таких билетов для меня в том, что можно походить по залу и найти себе самое лучшее место для того, чтобы все слышать. При таких билетах преимущество, конечно, имеют люди с высоким ростом, вроде меня, потому что ты можешь не только хорошо слышать, но и видеть. Но если вы купите сидячие места в первой, второй, третьей ложе на первые ряды, я обязательно рекомендую, то, конечно же, здесь самый лучший звук для меня и вид, потому что видно, хоть и не всю сцену, а только одну ее часть, но хорошо видно дирижера, его эмоции, его работу, и слышно каждую нотку. А так я походила во время концерта по залу, и чем дальше ты от сцены, тем более звук искажается, видно из этих колонн или из-за других причин, но не рекомендую брать места далеко. В партере я также никогда не сидела, потому что партер такой, знаете, несовременный и достаточно плоский, и, возможно, вы будете смотреть в затылки других людей. Так что, если хотите смотреть на все немножечко свысока и иметь кристально чистый звук, при котором слышно каждую нотку, очень вам рекомендую брать первые 3 ложи сверху. Также есть потрясающие места под названием хоры. Они смотрят прям лицом на дирижера, и там тоже идеальный звук. И в следующий раз я буду покупать сидячие места именно туда. В 2006-2007 году была проведена реставрация пола, сцены и также закулисных гостиных, наверное, куда уходит дирижер во время поклонов. И очень интересная была находка. Дело в том, что на дореволюционных фотографиях, конечно же, черно-белых, непонятен цвет стен, обивки мебели, но с давних пор просторное помещение, расположенное за сценой, получило название голубой гостиной. Небесного цвета стены гармонировали с голубой обивкой изысканной мебели, диванов и кресел. А каково же было удивление, когда после ремонта голубая гостиная превратилась в зеленую. Именно такой цвет обнаружили реставраторы, расчищая штукатурный слой, и оливковый цвет решили вернуть. Еще пару слов про Теодора Курензиса, на которого мы сейчас смотрим, и как он трогательно целует своих музыкантов после шедеврального концерта. Безусловно, концерты Теодора Курензиса – это событие, на которое стремятся попасть тысячи поклонников по всему миру, и билеты раскупаются буквально за считанные минуты. Ведь выступления проходят не так часто, и чаще всего он, конечно, любит выступать именно в филармонии, где ограниченное число билетов. Зал не хотел отпускать музыкантов, и Теодор уже вот так вот потихонечку выгонял со сцены, потому что аплодисменты не прекращались. Ну и, конечно, репутация авангардного и гениального дирижера только подогревает ажиотаж. В итоге попасть на его концерт лично для меня это большая удача, потому что мне не всегда удается поймать билет, а билеты в партер, там, которые остаются, могут стоить несколько десятков тысяч рублей. Так что, если вы видите в афише Теодора Курензиса, обязательно действуйте быстро и обязательно посетите его концерт хотя бы раз. Ну, а я благодарю вас за просмотр этого видео. Я желаю вам всего самого классного, доброго, музыкального в новом году. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. И я вас очень благодарю за то, что вы со мной были в 2024 году. Мы с вами набрали необходимое число просмотров для того, чтобы мне подключили монетизацию. Юху! Так что продолжаем двигаться дальше. Надеюсь, вместе с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До встречи в новых видео. Пока-пока!